Ну и начнем мы с самого начала Аллеи Героев. Это Орби Сити. Для начала самый первый вопрос, который нужно задать: как Орби Сити назывался буквально 4-5 лет назад? Как назывался и почему он так назывался? Почему он стал называться сейчас по-другому? Какая инфраструктура здесь на этапе строительства планировалась? Что из этого реализовано, допустим, за последние 5 лет? А еще один вопрос, который хотелось бы, опять же, поставить, и на него тоже нужно найти вопрос. А что с предыдущими объектами Орби происходит в плане того, что где и как закончена та или иная инфраструктура? Сроки строительства, ну, про него я не говорю, но вот вопрос именно о том, что строилось до этого и что сдалось до этого, и в каком виде это все сдалось, это очень, как бы, такой серьезный и важный вопрос. Я повторюсь, я не говорю, что на него обязательно должны быть ответы, которые человека не устроят. Вполне возможно, на него будут эти ответы вполне устроят. Другой вопрос, который стоит задать: вот здесь 5500 апартаментов только в 2 корпусах. Достроились еще 2. И очень важный вопрос, каким образом вот в этих корпусах реализованы межкомнатные перегородки и какой здесь, в принципе, уровень шумоизоляции. Третий немаловажный вопрос, который стоит задать в связи с этим комплексом, то есть перед тем, как рассматривать здесь покупку, это то, где парковаться. То есть хватает ли парковочных мест и как это все реализовано. Соответственно, четвертый вопрос – это сколько работает в моменте всегда лифтов, какая загрузка происходит в холлах и насколько там, в принципе, комфортно передвигаться именно в сезон. Не сезон, естественно, народу меньше, как бы, ну, а вот если мы говорим про именно сезон, то есть какая нагрузка происходит здесь в сезон. Абсолютно те же вопросы можно задать в отношении и Альянса. То же самое, то есть когда строилось, когда достроилось, к Альянсу можно добавить еще это вопросами о том, как перемещаться в ту дальнюю часть города из комплекса, то есть выходя пешком, каким образом пройти туда, на ту часть. Кстати, отмечу, что вот сквер, который находится между двумя, по сути, сторонами улицы Аллеи Героев, его облагородили очень хорошо в этом году, то есть здесь добавили очень большое количество вот таких скамеечек. Здесь можно сидеть и пить вино, я так понимаю, с компанией. В общем, сделали все красиво. Изначально Аллея Героев выглядела как некое плоское бетонное пространство, здесь вообще ничего не было. Они реконструировали эту часть достаточно долго, примерно 1,5 года. Ну вот, в принципе, это уже готово. Следующая секция тоже готова, и что самое важное, оно объединено между собой с помощью мостов. То есть вот самая важная часть – это кольцо, которое находится на улице Чавчавадзе, точнее, это уже Набела-Бусеридзе, а оно соединено уже пешеходным мостом. Так же, как у нас кольцо, которое соединяет заднюю часть Аллеи Героев с набережной, оно тоже соединено пешеходным мостом сейчас стало. Очень важный момент, который нужно понимать при выборе жилья на Аллее Героев, квартиры именно, если вкладываться сюда деньгами, то нужно обратить внимание на то, что вот эта часть Аллеи Героев, она является дождевой. То есть дожди, они идут из Сарпи, вот оттуда, и на эту сторону они, соответственно, льются. Так вот, понимая то, что существует дождевая сторона в Батуми, можно очень хорошо понять, что на дождевую сторону желательно, чтобы в окна выходили те, у которых есть балконы. И вот эти красивые плоские фасады, где балконы на самом деле есть далеко не везде, они имеют определенные плюсы и, вернее, точнее, определенные минусы.
Поэтому самое важное, что нужно понимать в отношении дарбилдинга, это то, есть ли между дождевой стороной и жилой частью квартиры лоджия, потому что лоджия очень хорошо останавливает потоки воды. Я рассматривал здесь как-то квартиру, и, кстати, обзор этого комплекса есть еще на этапе строительства года, наверное, 2019-го. То есть там я прям лазил по всему дому с отделом продаж, они мне все это показывали. Что действительно очень хорошо, это то, что коммерция практически во всех домах заполняется, и это как бы, делает ее аллею более живой. Здесь уже открылся банк TBC, то есть несколько ресторанов. С задней части дарбилдинга открыты отели. Насколько я помню, Король Соломон называется отель, достаточно большой. То есть, в принципе, улица ожила, и это хорошо. Справа здесь находится куб, но, соответственно, куб он еще не построился, поэтому про него пока рассуждать смысла нет, он находится на этапе строительства. У этой же компании, если я не ошибаюсь, первый объект называется Steps, и находится он в Новом Батуми. А обзор я делал на дом, который называется Овал, который находится сзади вот этого дома. Вот этот дом, который находится, по сути, между Овалом и кубом, называется Аллея Палас. Я думаю, что если чуть-чуть начать разбираться в городе Батуми, про него тоже можно много чего узнать. Вопросы, которые стоит задать, прежде чем изучать покупку недвижимости вот в этом комплексе, это, во-первых, где сейчас, что случилось с застройщиком этого дома, что случилось с его группой компаний. И, в принципе, если риэлтор в теме, он обязательно расскажет. Но самое главное, что нужно понять, это как часто здесь отключают электричество, как здесь работают лифты, в каком состоянии находятся подъезды. Я повторюсь, не факт, что все эти вопросы, имеют для каждого человека негативный ответ. Вполне возможно, это кого-то устроит. Просто есть достаточно большое количество людей, которые покупают недвижимость исключительно на основании вот такой вот внешней картинки, которую либо риэлтор, либо кто-то из блогеров снял снаружи. Вот. Эти вопросы нужно поставить, и на них нужно найти четкие ответы. И если уж вас сопровождает агент по недвижимости, то пусть он прямо вот залезет туда внутрь и сделает видео хотя бы на свой телефон, как это все внутри выглядит. Про электричество и другие коммуникации, естественно, можно узнать только от соседей, но эти вопросы обязательно нужно поставить. Напротив аллеи Паласа находится комплекс, который называется New Wave. Про него я тоже делал обзор на этапе строительства года 3 или 4 назад. На сегодняшний день на аллее Героев это, наверное, самый ранее сдавшийся дом, и самый заселенный, и самый заполненный. То есть про New Wave можно сказать, что на сегодняшний день, то есть он наиболее обжитой, наверное, из того, что существует на аллее Героев. Я не помню, кто его строил, но в принципе... Следом за New Wave находится Lighthouse. Он еще на этапе строительства, у них идет облицовка фасада. Как они, господи, называются? В общем, Holiday Inn здесь находится в одном из корпусов Holiday Inn, строит это компания Lighthouse. Квадратный метр здесь достаточно дорогой. Ну а самый главный вопрос, который стоит задать, когда он наконец сдастся. Видеообзор есть на канале, то есть как раз в этом видеообзоре с отделом продаж я обсуждал сроки сдачи. Причем есть видеообзор, по-моему, 2019 года и 2018 года. То есть все это можно сравнить, чтобы понять динамику строительства и степень готовности и близости к завершению. Это крайне важно, потому что если мы говорим о том, что
какую-то инвестиционную модель строить, она же должна строиться исходя из каких-то сроков. И если эти сроки не соблюдаются, то нужно понимать, допустимо ли в этом случае отклонение по сроку. То есть не разваливается ли инвестиционная модель просто потому, что доходность растягивается там не на 3-4 года, а на 6-7, допустим, лет. Вот этот мостик прям очень удобная штука. Я, честно говоря, по нему иду впервые. Его открыли не так давно, и почему-то я все еще не гулял по аллее героев в этой части. В чем заключается суть? То есть аллея героев, она пересекается поперечными улицами. И, естественно, когда ты живешь где-то очень далеко от моря, для того, чтобы дойти до моря, приходилось скакать, пересекать достаточно большие дороги. Особенно это касается вот улицы Бело-Бусеридзе, которую я сейчас и буду пересекать с помощью моста. И, соответственно, дорога к морю была не очень комфортная. Сейчас можно, фактически не контактируя с наземным транспортом, переместиться из одной части аллеи героев в другую. Там сзади, конечно, будет один пешеходный переход, но, в принципе, это единственный переход, который остался. Дальше у нас идет Black Sea Towers, BST, и за ним Calligraphy Towers. Обзор я снимал и на тот, и на другой. На BST давненько там не был, наверное, года 3 этому обзору. Calligraphy Towers примерно год назад я снимал обзор. Какие вопросы следует задать в отношении этих двух комплексов? Один, BST, условно говоря, в первом корпусе люди уже живут, во втором идут ремонты. Тут надо понимать, что и тот, и другой корпус, они сдаются, то есть этот вот-вот сдается, а этот еще только-только начал заселяться. Сколько по времени там будут идти ремонты и насколько будет комфортно в этих ремонтах жить, потому что тут этажей немерено, квартир на этаже немерено, и, соответственно, за стеной будут сверлить достаточно долго еще. Вопрос инвестиций – это одна история, а вот вопрос заехать и жить, мне кажется, с учетом размера комплекса, тихо здесь будет, возможно, даже и никогда. Другой, опять же, немаловажный вопрос – это вот эти вот угловые квартиры в BST. Вот эти вот. Там, где как раз-таки, опять же, нету лоджии, они выходят прямо на эту. Панорамное остекление, которое выходит на дождевую сторону. Совершенно то же самое в отношении каллиграфии. Я помню, что в одном из домов на аллее героев я рассматривал квартиру, которую, в принципе, невозможно было отремонтировать. То есть суть в чем? Суть в том, что для того, чтобы исправить ошибки по панорамному остеклению, нужно было разобрать всю секцию фасада от первого до последнего этажа и пересобрать его заново. Естественно, в рамках ремонта такие вложения, они были примерно на уровне стоимости самой квартиры. Вот, поэтому, допустим, я, когда выбираю себе квартиру для покупки, один из людей, которые обязательно вносит свое коллегиальное мнение, это человек, который будет управлять ремонтом в этой квартире. И это крайне важно. То есть лучше заплатить там $100 прорабу за консультацию, но не улететь на несколько десятков тысяч долларов в процессе, когда станет понятно, что там будет проблемно на протяжении всего времени. Вот еще одна секция аллеи героев, где нужно переходить, опять же, пешком. Точно так же на Пиросмане и точно так же здесь. Но это небольшие дороги, собственно, поэтому здесь не стали городить огромные мосты. Самое главное, что мосты сделали над круговыми движениями, потому что там, особенно в час пик, достаточно оживленный трафик, и было очень некомфортно переходить. Аллею доделали практически до конца, то есть, я говорю, здесь провели, в принципе, очень много работ по озеленению, то есть поставили довольно много беседок. Она достаточно просторная, то есть, когда вы идете по правой стороне, вы не мешаете людям с левой, условно говоря, и даже с той же самой правой стороны люди спокойно могут сидеть. А вот если мы говорим про Багратионе, я сейчас дойду до оттуда и поверну налево, там тоже сделали
И, кстати, стало очень красиво, потому что в Багратионе была чуть ли не промышленная улица. Там сделали тоже очень красивый скверик между, ну, посередине, по сути, улицы, между домами, между дорогами. Но он гораздо уже, чем Аллея Героев. Я его тоже, наверное, покажу сейчас. А слева за Calligraphy Towers, я не помню даже, кто строил на самом деле этот дом. Это вообще, в принципе, один из первых домов на Аллее Героев. На удивление, кажется, что он облицован алюкобондом, но на самом деле он облицован достаточно дешевым пластиком, который уже начал уставать. Это обычный квартирный дом, никакого не премиум-класса, особой инфраструктуры в нем нет. В нем внизу есть вот неплохой паб Креатория, кстати, очень вкусное пиво, там есть и лифе, там подают неплохую рульку. В принципе, такое хорошее годное место на Аллее Героев. Он достаточно давно работает. Так вот, собственно, дом это обычный квартирный. И, естественно, квартиры здесь стоят гораздо дешевле. А гораздо дешевле они стоят просто потому, что он гораздо менее комфортный в плане проживания. У него все сделано максимально экономично. Но вот в чем молодцы ребята, которые его строили, они додумались вместо короеда его облицевать вот этим пластиком. И там спустя уже 7-8 лет он еще как-то, но держится. Потому что короед устает гораздо быстрее. Дальше у нас Багратиони Резиденс. Это комплекс, который находится на пересечении улицы Багратиони и Аллеи Героев. Здесь самый главный вопрос, который нужно поставить, это каким образом я отсюда буду добираться, собственно, к морю. И не слишком ли это уже далеко, потому что здесь уже километр с копейками. И, соответственно, когда ты идешь километр с копейками до моря, пусть даже по Аллее Героев, всех ли это устроит. С Багратиони есть еще один нюанс. Сейчас я подойду поближе, я покажу. Нюанс это заключается в том, что он практически выходит на дорогу, на улицу Багратиони. И фактически ты из него, когда выходишь, нужно сразу же переходить дорогу в любую из сторон. Куда бы ты ни вышел, тебе обязательно нужно переходить большую дорогу в виде улицы Багратиони. Кроме того, здесь сейчас вот это здание, насколько я знаю, разбирается. И здесь они будут строить, Багратиони будет строить второй корпус, который закроет полностью вид, собственно, Гумбати, который находится за ним. Здесь Орби строит очередной свой комплекс с супер дешевыми квартирами, супер эконом-класса. По-моему, там, я даже не могу сказать точно, это квартиры или апартаменты, но смысл в том, что они предлагают какие-то суперские ценники, но то, что есть в рекламе, на самом деле, если вы дойдете уже до реального запроса цен, это будет очень сильно отличаться, потому что в рекламу они выставляют одно супер дешевое предложение, которое, естественно, только что кончилось, а следующее по цене, оно будет уже процентов на 30-40 дороже. И вот я продолжаю идти, и видно, да, что, по сути, мне нужно с Аллеи Героев было спрыгнуть на одну из сторон улицы Шартава, для того, чтобы подойти и к Орби, и к Багратиони, и, собственно, к Гумбати. И нужно раз было пересечь большую дорогу, и сейчас мне нужно будет еще второй раз пересечь большую дорогу. До пешеходного перехода мне еще идти, собственно, идти. Кстати, в обычных старых дворах все тоже достаточно неплохо. Эти площадки, они, на самом деле, по-моему, лет, наверное, 7-8 назад были установлены, и их просто реставрируют хорошо. И даже вот эти старые пятиэтажки, которые есть, они, по большому счету, чем-то, но обустроены в плане городской инфраструктуры. Кстати, отдельная гордость Батуми – это электробусы. И вот я потихонечку дополз на Багратиони до пешеходного перехода. И примерно точно так же мне нужно было бы действовать, если бы я хотел пересекать улицу с правой стороны. То есть мне нужно было бы пройти в сторону и пересечь улицу. И как раз новое городское пространство на улице Багратиони, которое я тоже хотел бы запечатлеть на видео,
оно сделано здесь немножко тесновато. То есть улица, она, ну, вот этот промежуток, он был гораздо уже, чем аллея Героев. И, соответственно, здесь получилось, с одной стороны, вроде более уютно, потому что эвкалипты не спилили, и, соответственно, больше деревьев, и в солнечную погоду здесь более комфортно находиться. Но в целом все сделано такое достаточно плотненько, узенько. Но, с другой стороны, улица Багратиони, я говорю, превратилась из какой-то полупромышленной улицы в более пригодную для жизни, более комфортную городскую среду. Это Батумский реферальный госпиталь, собственно, одно из тех мест, которые, куда нужно обращаться в случае, если что-то случилось. За ним находится крупнейший гипермаркет Батуми Агрохаб. Собственно, я дополз обратно до Орби. И следующий дом, который, точнее, 3 дома, которые находятся с задней стороны, это Гумбати. Гумбати один из древнейших застройщиков, в принципе, Батуми. Я живу, кстати, сейчас в доме Гумбати, который находится на Химшашвили 1. И нюанс про этот дом заключается в том, что подъезды там не похожи один на другой. И, соответственно, рассматривая этот объект, нужно задать вопрос, почему в каком-то объекте подъезды очень не похожи один на другой. Второй вопрос, который следует задать, как дождевая сторона с короедом справляется с наплывом дождя. Соответственно, третий вопрос, который нужно задать, какие здесь стоят стеклопакеты и выдерживают ли они уровень шума от аллеи Героев, и не лучше ли их при ремонте поменять на алюминиевые. Четвертый вопрос, как я уже сказал, связан с тем, что куда я попадаю, когда выхожу из дома, и сколько мне отсюда идти хоть докуда-то. И тут вот на самом деле видно, что со всех сторон практически огромная дорога, то есть ее обязательно нужно переходить. Естественно, если вы просто взрослый человек, то это достаточно легко, а вот маме с ребенком это совершенно другая история. Или для пожилого человека это тоже совершенно другая история. Каждый раз, выходя из дома, пересекать огромную улицу. Вот уже идя по этой части аллеи Героев, которая находится за улицей Багратиони, совершенно понятно, что здесь больше половины домов находятся в стройке. Соответственно, я иду уже по, ну, скажем так, гораздо менее облагороженной части аллеи Героев. Она начинается после Багратиони. То есть ее сделали, сквер именно его сделали до улицы Багратиони. То есть начиная от моря и до улицы Багратиони. А дальше здесь пока глобальная стройка, и фактически такой же сквер, как и ниже, его сделать будет невозможно, потому что здесь очень маленькая узкая разделительная полоса, и тут, в принципе, сквер на ней не разобьешь. А подходим к дому, который называется «Акцент». Что стоило бы спросить про «Акцент»? Чего здесь только нет, на самом деле. Обзор этого комплекса есть на канале. Есть он от 2021 года, если я не ошибаюсь. На сегодняшний день здесь только началась отделка фасадов и установка оконных конструкций. Собственно, посмотреть нужно обзор на канале. И все вопросы, которые между просмотром этого обзора и текущим состоянием возникнут, их обязательно нужно задать и понять, устраивают ли ответы на них. Вспомнил название застройщика Strong Development, да. Я делал его в году, наверное, в 21-м, да, этот обзор. То есть стройка сейчас, ну, мне кажется, до конца им еще года полтора. Это без учета того, что здесь начнутся ремонты.
Вот я так далеко забрался, что наконец-то я встретил дом, про который я ничего не знаю, про который я ни обзор не делал, не собирал информацию. Этот дом находится напротив, по сути, Санрайза. Я, честно говоря, даже не знаю, как он называется, но я знаю, что кто-то здесь покупал. И если есть возможность у кого-то из тех, кто смотрит это видео, организовать с помощью отдела продаж мне здесь обзор этого комплекса, то я его с удовольствием сделаю. А с левой стороны у нас Sunrise комплекс. И здесь, кстати, достаточно недешевые жилые площади. Здесь уже заполнилась коммерция, комплекс достаточно большой. Здесь, в принципе, очень обширная и богатая входная группа. Но смысл в том, что вот он находится, по сути, в той части аллеи героев, из которой до моря идти точно очень далеко, то есть это уже километра полтора, и она здесь по большому счету нет ни скверов, ничего. То есть тут все еще только обустраивается, и его от облагороженной части аллеи героев на сегодняшний день отделяет, во-первых, огромная улица Багратиони, во-вторых, пара строек. Одна стройка Орбис, соответственно, вторая стройка Арцентри. Все, дальше я, наверное, уже не пойду. Там у нас уже начинается улица Леонидзе. Это как бы жилой район. Вот там находится дальше за поворотом комплекс Фелиция. Я делал на него обзор, по-моему, от $600 за квадратный метр. Предлагались квартиры. Вот эти домики отделаны короедом. То есть тут уже бюджетное жилье, в котором живут локальные жители. То есть, в принципе, тут все уже, цивилизация потихонечку сводится к пригородам. В итоге, резюмируя все вышесказанное, вот, как я уже сказал, да, Батуми хорош тем, что здесь есть элементы совершенно разной городской среды из разных точек мира. Но вот по моим сугубо субъективным ощущениям, наверное, аллея героев идеально подходит для того, чтобы ей гордиться как человеку, который живет в городе, в плане того, что она красивая, яркая. Но пожить я бы, наверное, все-таки хотел где-то чуть-чуть от нее в стороне. Но это сейчас так и происходит. Я не скажу, что я в данный момент живу прямо в идеальном месте, потому что у меня все равно там стройка Альянса под окнами. Но меня спасает шумоизоляция, меня спасают нормальные стеклопакеты, которые мы поставили. А вот люди, которые живут в старых стеклопакетах Гумбати, я думаю, что у них там слышимость, конечно, потрясающая. С легким и приятным удивлением, наверное, стоит отметить то, что вот улица Багратиони облагородилась неожиданно так хорошо, что она становится постепенно более пригодным местом для жизни, даже несмотря на то, что она находится далеко от моря. И, как правило, в Батуми все наиболее облагороженное находится ближе к морю, все наименее облагороженное находится дальше от моря. Ну, как в большинстве, наверное, приморских городов. Опять же, справедливости ради стоит отметить, что вся облагороженность, она идет скорее в сторону между аллеей героев и в сторону старого города, потому что в Багратионе в сторону кольца Вокс, то есть если поворачивать вот туда налево, там как бы еще ничего особо не облагораживалось. Там ближе к кольцу Вокс начинается очень плотная застройка, очень много домов, находящихся в полудостроенном состоянии, и, соответственно, ходить там практически негде. Вообще кольцо Вокс — это, скажем так, не самая любимая моя часть города. И, наверное, я бы нашел себе объект для жизни в любой части Батуми. А вот аллею героев я бы рассматривал, наверное, точно не в первую очередь, а кольцо Вокс я бы точно рассматривал, в последнюю очередь. Вот такой получился обзор аллеи героев. Всем большое спасибо за внимание и встретимся на море.